Итак, я провязал 33 ряд до конца, выполнил последние 4 воздушные петли и соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 34 ряду. Сейчас будем делать убавку из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Выполняем 1 воздушная петля подъема, накид, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг воздушных петель подъема предыдущего ряда, накид, рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг кластера и третий незавершенный рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. То есть выполнили 3 столбика, у нас 4 петли на крючке, и все эти 4 петли провязываем вместе. Все, выполнили убавку из 3 рельефных столбиков. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Отсчитываем пятую воздушную петлю, 1, 2, 3, 4, пятая. И в нее, в пятую петлю, выполняем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, накид. В следующую петлю выполняем также 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. И в следующую петлю точно так же 2 столбика с одним накидом. Вот так это выглядит. Далее опять 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И выполняем убавку. Рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг следующего столбика, вокруг следующего кластера и вокруг следующего столбика. 4 петли провязываем вместе. Вот так. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И в арку 2 воздушных петель между попкорнами выполняем также 2 попкорна. И между этими 2 попкорнами 2 воздушные петли. Провязали 4 столбика и соединили их в попкорн. 2 воздушные, второй попкорн сюда же. 1, 2, 3, 4. Четыре воздушные, 1, 2, 3, 4. И теперь здесь далее выполняем убавку. Потом отсчитываем пятую петлю, 4 воздушные, пятую петлю отсчитали. И выполняем 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Таким образом вяжем до угла. Итак, вот я провязал от начала. 1, 2, 3. Вот дошел до угла. То есть, который начинается у нас на углу, я здесь уже провязал, потому что здесь все одно и то же. И вот конкретно сам угол, как мы вяжем, вот я показываю. То есть здесь я сейчас сделал убавку из 3 рельефных столбиков. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В арку из 4 воздушных петель, которая у нас была между попкорнами, вяжем 3 попкорна. И между этими попкорнами по 2 воздушные. То есть вот сейчас я провязываю первый попкорн. 4 столбика с одним накидом провязал. Закрываем в попкорн. 2 воздушные. Второй попкорн сюда же. Две воздушные. И третий попкорн сюда же, в эту же арку 4 воздушных петель.
Теперь 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, 5. Делаем убавку из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Далее у нас 4 воздушные, и в 5, 6, 7 столбике сюда вяжем вот эту нашу комбинацию. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, провязали 34 ряд до конца. Вот я выполнил последние 4 воздушные петли. И теперь соединяемся в вершину нашей первой убавки. Вот прям так сразу за все эти столбики цепляем рабочую нить и соединяем соединительной петлей. Все, вот так. Теперь для того, чтобы начать 35 ряд, нам нужно соединительными петлями пробраться вот в первый столбик с одним накидом, который у нас был в арке. Выполняем соединительную петлю в следующую арку сразу же. Потом соединительная петля в следующий столбик. И так в каждый, в столбик в следующую петлю. И так в каждую петлю делаем. И соединяемся в итоге с первым столбиком. Приступаем к 35 ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок, столбик с одним накидом в следующий столбик. Столбик с одним накидом в следующий. То есть провязали как бы 3 столбика с одним накидом. Далее 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И выполняем следующие 3 столбика. У нас всего было 6, вот выполнили 3, теперь оставшиеся 3. По одному столбику с одним накидом. Столбики у нас обычные, не рельефные. Вот так у нас получается. Теперь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И выполняем в арку между попкорнами также 2 попкорна из 4 столбиков с одним накидом. И между попкорнами у нас также остается 2 воздушные петли. Две воздушные и еще один попкорн сюда же, в эту же арку. Далее 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем вот эти все наши арки и сразу в эти столбики. Первые 3 вяжем по столбику с одним накидом. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. Провязали 3 столбика. У нас там осталось 3. Делаем 9 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 столбика. Потом 5 петель, 2 попкорна, 5 петель, столбики. Вяжем таким образом вот до сюда, до угла, вот здесь, и я вернусь и покажу, как вяжем дальше. Итак, вот я провязал до угла, то есть вот этот раппорт я тоже выполнил. Вот здесь мое начало. И передо мной вот попкорны. То есть здесь я провязал 3 столбика, 9 петель, 3 столбика. Теперь по рисунку также 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. И выполняем. То есть пропускаем вот это вот все. И сразу попкорн первый, попкорн второй. И между этими двумя попкорнами в арку выполняем 2 попкорна из 4 столбиков с одними накидами. Между попкорнами у нас 2 воздушные петли. 2 воздушные, еще 2 попкорна, точнее 1,
провязали 2 попкорна. Далее 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И между следующими двумя попкорнами выполняем также 2 попкорна из 4 столбиков с одним накидом. И между этими попкорнами также 2 воздушные петли. 1, 2. И второй попкорн сюда же. Далее у нас идет 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы уже сразу начинаем вязать наши вот эти столбики. 1, 2 и третий столбик. Далее 9 петель. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 столбика, 5 петель, 2 попкорна. Все. То есть ряд тоже простенький. Таким образом продолжаем вязать до конца. Итак, я провязал 35 ряд до конца, выполнил последние 5 воздушных петель. И теперь во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Теперь, чтобы приступить к 36 ряду, нам нужно в следующую арку из 9 воздушных петель пробраться соединительными столбиками. Делаем соединительную петлю в следующий столбик, в следующий и в следующую арку. Теперь в эту арку нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом, и между всеми этими столбиками у нас будет по одной воздушной петле. Первый столбик и одну воздушную петлю я заменяю 3 петлями подъема. Все, вот 3 петли, это один столбик и одна воздушная петля. Затем накид на крючок и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Одна воздушная петля, еще один столбик, петля, столбик. И так нужно провязать 9 столбиков всего вместе с воздушными петлями подъема. И между столбиками по одной воздушной петле. Итак, считаю. 1, 2, 3. Все, 9 столбиков провязал, и между каждым столбиком у меня по одной воздушной петле. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. В арку из 5 воздушных петель перед попкорнами, которые у нас было, мы соединяемся столбиком без накида. Затем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку между попкорнами вяжем 2 попкорна. Все точно так же. Из 4 столбиков с одним накидом. И между попкорнами 2 воздушные петли. Две воздушные. И еще один попкорн. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 5 воздушных петель, прям сразу после попкорнов, соединяемся столбиком без накида. 2 воздушные. И в следующую арку из 9 воздушных петель вяжем 9 столбиков
с одним накидом. Между столбиками не забываем по одной воздушной петле. Все, таким образом продолжаем вязать до угла. Как провязываем угол, я вернусь и покажу. То есть сейчас вот мы в арку большую из 9 воздушных петель вяжем 9 столбиков и по одной воздушной петле между ними. Здесь попкорны у нас так и остаются. В арке соединяемся столбиками без накида, вот, которые ближе к вот этим столбикам у нас по 2 петли, а ближе к попкорнам по 4. Все, вяжем так до угла. Итак, вот я провязал до угла, выполнил 9 столбиков, между ними по одной воздушной петле. Теперь 2 воздушные. Вот наши попкорны, которые в углу были. В эту арку перед попкорнами также соединяемся столбиком без накида. Теперь делаем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вот между вот этими первыми двумя попкорнами вяжем также 2 попкорна. И между попкорнами 2 воздушные. То есть вот это наша комбинация. Две воздушные и второй попкорн сюда же. Теперь перед нами арка из 15 воздушных петель. После попкорна сразу мы делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. Вяжем в арку попкорн. Две воздушные петли, второй попкорн, три воздушные петли, 1, 2, 3, попкорн, две воздушные петли и четвертый попкорн сюда же, в эту же арку. 1, 2, 3, 4. Далее у нас 3 воздушные. 1, 2, 3. И здесь между попкорном мы вяжем также 2 попкорна, между которыми 2 воздушные петли. Две воздушные, попкорн. После попкорна у нас идет 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Соединяемся столбиком без накида в арку 5 воздушных петель, 2 воздушные, и здесь в арку 9 петель вяжем 9 столбиков. Так, а здесь у нас, я вам сейчас еще раз рассказываю, то есть вот после попкорнов у нас 3 петли, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3. То есть вот между попкорнами 3 петли, и тут получается между попкорнами 3,
А вот эти как бы у нас идут попарные, а между парными у нас по 2 петли. В остальных местах по 3. Все, здесь 4 петли соединились, 2 петли, 9 столбиков. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 36 ряд до конца, соединился в арку столбиком без накида, выполнил 2 воздушные петли. И теперь во вторую воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Далее, чтобы нам приступить к последнему 37 ряду, нам нужно соединительной петлей пробраться до второго столбика. Мы делаем вот так: соединительную петлю сразу в следующую арку, затем вытягиваем немножко петлю, вставляем между вторым, получается, и третьим столбиком, цепляем эту петлю, нашу рабочую, и просто вытягиваем ее назад. Все таким образом, то есть как здесь мы делали, чтобы у нас изнаночные столбики и была вот эта косичка. Все. А этот последний ряд я немножечко изменю, ну не то что изменю, пико по-другому буду провязывать. Так, выполняем 2 воздушные петли подъема как первый столбик. Получился у нас изнаночный с одним накидом. Теперь 3 воздушные, 1, 2, 3, накид на крючок, и в третью петлю от крючка вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Далее накид, и вокруг следующего столбика выполняем изнаночный столбик. Далее опять 3 петли, 1, 2, 3, накид на крючок, и в третью петлю от крючка вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, и так вокруг каждого столбика, кроме последнего. 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и в третью петлю от крючка провязываем столбик с одним накидом. То есть по схеме там немножечко по-другому, ну я вот решил сделать так: 1, 2, 3, накид, сильнее результат, конечно, от этого не изменится, но зато так проще вязать. Я решил схему немножечко переделать. Не то что схему, а просто обвязку нашей пико. Накид. Так получается мы провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3. Но если вы хотите, вы можете вязать по схеме, строго по схеме. Я все здесь вязал по схеме, кроме вот этого момента. Все, вот у нас получилась вот такая обвязка. При обвязке по схеме, строго по схеме, у нас бы здесь еще вот такая, ну, пико было бы длинное. Если хотите, вы можете сделать так. Ну, я решил оставить так, меня так все устраивает. Далее мы выполняем 3 воздушные, 1, 2, 3. И сразу между попкорнами вяжем также 2 попкорна, только между попкорнами у нас будет опять вот такая же штука. То есть 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. 1, 2, 3, накид и столбик с одним накидом в третью петлю от крючка. И еще один, второй попкорн сюда же, в эту же арку. Затем у нас после попкорна опять 3 петли, накид,
Получается, мы первый столбик пропускаем и сразу вокруг второго вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. 3 петли, 1, 2, 3, накид на крючок, и в третью петлю от крючка вяжем столбик с одним накидом. Далее опять рельефный изнаночный. Все, таким образом продолжаем вязать до угла. Вот у нас вот так получается. Все, таким образом продолжаем вязать до угла. Как провязываем угол, я вернусь и покажу. Итак, вот я провязал до угла, то есть я выполнил вот эту последнюю на углу, которая у нас здесь раппорт. 3 воздушные, попкорны вот наши, которые идут. И передо мной вот эти 4 наших попкорна, которые были в большой арке. Теперь здесь я тоже сделал попкорны и вот эту штуку нашу, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в третью петлю от крючка. Теперь мы выполняем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Между вот этими двумя попкорнами делаем опять нашу вот эту комбинацию из 2 попкорнов, и между ними 3 воздушные и столбик с одним накидом в третью воздушную петлю от крючка. 1, 2, 3, накид. И второй попкорн сюда же. 1, 2, 3. И 4-й столбик закрываем в попкорн. Вот, то есть из 4 попкорнов вот между первых 2. Далее здесь 4 петли. Теперь опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Вот в эту арку между вот этими следующими двумя попкорнами, получается, между вторым и третьим, мы выполняем 2 накида на крючок и вяжем 3 незавершенных столбика с 2 накидами. Давайте я вам заново покажу. Вот я сделал 4 воздушные, 2 накида на крючок. В эту арку вяжу столбик с 2 накидами, незавершенный, у меня остается 2 петли. 2 накида опять. Опять в эту же арку еще раз столбик с 2 накидами незавершенный. И третий столбик с 2 накидами незавершенный. Вот у меня 4 петли на крючке. Теперь все эти 4 петли провязываю вместе. Делаю 1, 2, 3 воздушные петли пико и соединяю вот прям в вершину всех этих столбиков. Вот так. То есть вот что у меня получается. Теперь я делаю опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И между следующих 2 попкорнов вяжем опять попкорн. Три воздушные, накид, столбик с одним накидом в третью воздушную петлю от крючка. И еще один попкорн сюда же. Теперь выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующие, точнее между следующими попкорнами мы здесь уже вяжем. Также опять наши 2 попкорна. Три воздушные, накид, столбик с одним накидом
И еще один второй попкорн сюда же. Далее у нас 3 воздушные, раз, два, три. И здесь уже пошли изнаночные столбики вокруг второго, кроме первого и последнего. То есть вот что у меня получается, я вам показываю. Вот это дело мы будем блокировать все вот за вот эти арки. Тут 3 петли. Вот на углу, на нашем, вот уголок, идут попкорны. То есть от вот этих штук у нас здесь 3 петли. Вот тут пошли попкорны. Здесь у нас 4 петли. И здесь по 4 петли. Все, здесь все как обычно, вот так мы попкорны вяжем. Здесь у нас также 4 петли, 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной и над ними пико, которое мы закрываем в вершину этих же столбиков. Пико из 3 воздушных петель. Если хотите, можете сделать из 5 воздушных петель. Петель будет немножко вытянутая. Все, на этом, в принципе, вязание наше закончилось. Вот такая она получилась. Осталось только заблокировать. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был Эд, до скорого.